Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале школы Smart Russian. Меня зовут Таня Семки, я автор курсов «Русская фонетика» и «Русское ударение для идеального произношения». Наверное, как многие, вы думаете, что русское ударение – это хаос, это кошмар. Это не так. В русском ударении есть много логичных правил. И сегодня я хочу рассказать вам одно очень простое, но важное правило ударения. Сначала мы будем вместе читать эти слова. Больше, меньше, старше, младше, лучше, хуже, короче, богаче и другие. Мы используем эти слова, когда сравниваем два элемента. Например, Россия больше Аргентины. Или неделя короче, чем месяц. Мы сравниваем. Это сравнительные формы прилагательных и наречий. Во всех этих словах на конце вы видите только одну букву «е». Это значит, что ударение будет всегда на слоге перед буквой «е». Больше, меньше, старше, младше, лучше, хуже, короче, богаче. А теперь посмотрите на другой список. Это тоже сравнительные степени прилагательных и наречий. Но в этих словах на конце вы видите две буквы «е». И очень важно, в первой части вы видите только одну гласную букву. Важнее, сильнее, быстрее, умнее, теплее, светлее, вкуснее. Если в начале слова, в первой части, вы видите одну гласную букву, а на конце вы видите две гласные «е», это значит, что ударение будет всегда на первой букве «е». Важнее. Примеры. Отец умнее сына. Здоровье важнее, чем деньги. В Италии теплее, чем в России. Внимание! Если в слове больше трех гласных букв, как, например, в слове «интереснее», это правило здесь больше не работает. Здесь работает другое правило. Об этом правиле я расскажу вам уже на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал. И, конечно, мне очень интересно узнать, вам понравилось это правило? Вам понравилось это видео? Напишите нам об этом в комментариях. Спасибо, что вы учите русский. Пока-пока!